Всем привет, Джек на связи. Давно не виделись, в этот раз действительно давно. Извините, много навалилось, поэтому пришлось взять небольшую паузу. Давайте сегодня поговорим с вами о визах. Люди спрашивали в комментариях. Действительно тоже интересная, важная тема. Сразу дисклеймер, вы должны понимать, что я не являюсь миграционным адвокатом или каким-либо еще адвокатом. То, что вы услышите в этом видео, является приблизительной информацией, которую необходимо уточнять, желательно у миграционного адвоката. Потому что хорошо, если вы посмотрите это видео в этом году. Если вы найдете это видео спустя год, то далеко не факт, что те цифры или еще что-то, которые будут озвучены в этом видео, будут соответствовать реальности, потому что все очень быстро меняется. Давайте начнем. Смотрите, первая категория виз, которая, скорее всего, нас не сильно интересует. Если бы у вас была такая возможность, я думаю, вы бы не смотрели это видео. Это визы для богатеев, да, которые за деньги у нас. Соответственно, вы можете получить визу экономически независимого иммигранта, если инвестируете не менее 300 тысяч долларов в недвижимость в Панаме. Или комбинируете инвестиции в недвижимость и откроете банковский вклад в общей сложности на вот эту сумму. Соответственно, при таких невероятных инвестициях вы получите право на постоянное проживание и возможность получения гражданства после 5 лет непрерывного проживания. Если вы рассчитываете или планируете получить панамский паспорт, да, пойдем с конца, то вам необходимо прожить в стране 5 лет по постоянному виду на жительство, то есть иметь ПМЖ. А для того, чтобы получить ПМЖ, надо сначала прожить какое-то время по ВНЖ. Да, давайте вернемся к визам за деньги. Соответственно, экономически независимые мигранты проговорили. 300 тысяч долларов. Недвижимость или банковский вклад и недвижимость, или комбинируете это все. Есть виза инвестора. Она требует инвестирования не менее 160 тысяч долларов в панамскую компанию и создания не менее 5 рабочих мест для панамских граждан на каждого заявителя. После года временного проживания можно будет подать на постоянное место жительства. Затем есть виза для инвесторов в лесовосстановление. Тоже можно инвестировать круглую сумму, соответственно 100 тысяч долларов на данный момент. Получаете ВНЖ на 2 года с возможностью последующего получения постоянного проживания. Если инвестируете 350 тысяч долларов, сразу получите ПМЖ. Инвестиции должны поддерживаться в течение 5 лет. Затем виза цифрового кочевника. Да, в пандемию она получила широкое распространение. Во многих странах сейчас присутствует. Здесь, соответственно, мало чем панамская виза отличается от остальных стран, возможно, только сроком нахождения. Для того, чтобы получить такую визу, надо предоставить подтверждение годового дохода не менее 36 тысяч долларов, то есть не менее 3000 долларов в месяц. Также написано, что требуется медицинская страховка, действующая в Панаме, и обязательство не принимать работу от панамских работодателей. Вот, виза дается на 9 месяцев с последующей возможностью продления еще на 9 месяцев. Вот, сколько раз так можно продлеваться, я не знаю, но как минимум 18 месяцев вы сможете по такой визе прожить. Затем есть виза пенсионная. Достаточно популярная здесь, так как страна находится близко к Канаде и Америке. Соответственно, что она из себя представляет? Она предназначена для пенсионеров с ежемесячным доходом не менее 1000 долларов и плюс 250 сверху на каждого иждивенца. Сразу же получаете ПМЖ плюс ряд льгот, как пенсионер, соответственно, какие-то скидки на походы в кинотеатры, на покупку лекарств и так далее и тому подобное. Вот, то есть, подразумевается, что у вас есть та самая пенсия в размере 1000 долларов. Если вы приезжаете один, если вы приезжаете вдвоем, то 1250, плюс 250 на каждого следующего и так далее. Следующая виза – это виза рантье. Это тоже, скажем так, что-то похожее на визу пенсионада. Она требует размещения депозита в банке Панамы, обеспечивающего ежемесячный доход не менее 2000 долларов и плюс 250 на каждого иждивенца. Получаете временный вид на жительство на 5 лет с возможностью продления и получения постоянного вида на жительство. То есть, если пенсионада требует от вас доказательства пожизненного дохода в размере 1000 долларов, то рантье требует от вас того, чтобы положили в панамский банк столько много денег, чтобы ежемесячный доход, процент со вклада составлял не менее 2000 долларов на вас, как на заявителя, и еще плюс 250 на каждого иждивенца. То есть, можете там прокалькулировать, мне кажется, что цифра получится просто колоссальная. Гораздо проще купить недвижимость. Вот, если у вас есть такие деньги, и сразу же получить ПМЖ и податься на паспорт. Затем у нас есть по классике
рабочая виза, предназначена для иностранцев, получивших предложение о работе в Панаме. Здесь все просто, получаете оффер, подаетесь в миграсьон. Также есть виза, которая называется для профессиональной деятельности. Вот такой вот внезапный нюанс. Да? Если рабочая виза — это классическая виза, когда вы получаете оффер и оформляете визу, то виза для профессиональной деятельности подразумевает, что вы обладаете какой-то интересной профессией, например, я не знаю, маркетолог, специалист по рекламе или что-то такое, то есть той профессии, которая не входит в список запрещенных для иностранцев. Берете свой диплом, естественно, с апостилем, отдаете его в Министерство образования Панамы, то оно подтверждает, что ваш диплом соответствует местным стандартам. Дальше вам необходимо подтвердить квалификацию, то есть предоставить документы, подтверждающие опыт работы в той сфере, в которой вы хотите работать в Панаме. Затем вам необходимо предоставить доказательства наличия средств для проживания в стране. Сумма здесь не указывается, поэтому ничего не могу сказать. И последний пункт, ради приличия, справка о несудимости тоже нужна для подачи на эту визу. То есть логика такая, да, что вам не нужен оффер, вы просто подтверждаете свой диплом и, соответственно, получаете визу профессиональной деятельности. Она дается на 2 года. По истечении можно подать на ПМЖ. Затем надо было начать с такой классики, как туристическая виза. Она выдается на срок от 1 до 3 месяцев. Если вам выдают визу сразу же на 3 месяца, то ее нельзя продлить. Здесь принцип такой же, как во многих странах, что вы можете пребывать в стране в течение 90 дней максимум за 180 дней, то есть в течение полугода. Дальше надо куда-то деваться. Визаран здесь хочется сказать, что не работает, но я, честно, ни разу не пробовал и не общался с людьми, которые бы так делали, поэтому не могу сказать. В Коста-Рике это точно работает, что вы приезжаете в Коста-Рику, получаете местную визу, затем на автобусике вжух в Панаму, обратно одним днем, все, виза обновилась. В Панаме вроде как это не работает. Вроде как, почему? Потому что у нас есть предметный опыт, когда мы приехали в самом начале, мы получили туристическую визу на 3 месяца, мы на 2-й месяц пошли в адвокатскую контору к адвокату по миграционным делам, спросили у него, можем ли мы продлить туристическую визу. Он при нас позвонил в миграсьон и отрицательно помотал головой, что нет, продлить визу нельзя. Так, что еще есть из интересного? Из интересного в Панаме еще есть такая виза, как виза дружественных наций. Соответственно, Панама очень дружелюбная страна. Если вы родом из одной из 50 стран, например, из Канады или из Испании, то вы можете податься на визу дружественных стран. Вы должны продемонстрировать экономическую или профессиональную связь с Панамой, такую как инвестиции, трудоустройство или создание бизнеса, и получите за это ВНЖ на 2 года. С последующим переходом этого ВНЖ в ПМЖ. Опять же, у нас есть знакомые, да, те, которые сдавали нам квартиру, там хозяйка была панамкой, муж ее был канадец. Соответственно, он получал визу дружественных наций. Слушайте, наверное, с классических виз студенческая виза здесь еще есть. Да, вы можете податься в какое-то учебное заведение панамское. Если вы в него поступите, можете получить студенческую визу. Я упоминал о том, что здесь для того, чтобы получить паспорт, надо прожить 5 лет по ПМЖ. Соответственно, упоминал о том, что есть исключение в виде супругов. Если один из супругов гражданин Панамы, соответственно, вы через 3 года можете подаваться на паспорт. И такое же исключение в 3 года есть для семейных пар, у которых есть панамские дети, то есть дети, которые были рождены на территории Панамы, но один из родителей является панамцем. Этот вопрос, этот нюанс достаточно часто поднимается здесь в местных чатах среди русскоговорящих наших сограждан. Люди почему-то хотят свято верить, что если они приехали вдвоем, то есть 2 человека из страны СНГ, родили здесь ребенка, то они могут претендовать на получение паспорта через 3 года. К сожалению, нет. В законе испанским по белому написано, что нет, один из родителей ребенка должен быть гражданином Панамы. Тогда, соответственно, второй родитель иностранец при наличии панамского ребенка имеет право податься на паспорт уже через 3 года. И мы подошли к самому интересному, к моменту, который здесь часто обсуждается в чатах. Это получение паспорта и какого-либо вида на жительство по ребенку. То есть вы, наверное, все слышали, а если не слышали, то я вам докладываю, что, например, в той же Аргентине существует родильный туризм, когда люди, иностранцы, приезжают в Аргентину рожать детей. Соответственно, практически во всех странах Латинской Америки, там есть исключения,
ограничения, поэтому внимательно смотрите перед тем, как куда-либо ехать. Предусмотрена такая штука, как паспорт по праву почвы. То есть, если ребенок рождается на территории страны, он получает паспорт этой страны. Вот, несмотря на то, что Америка, которая Соединенные Штаты, не является Латинской Америкой, но там то же самое работает. Вы, скорее всего, об этом знаете, что если вы приедете в Америку и родите там ребенка, он будет гражданином Америки. В Панаме такая штука работает. Вот мы говорили про Аргентину. В Аргентине такая штука работает. Соответственно, в Аргентине это происходит как? Там ребенок рождается, вы оформляете сначала документы на него, сами получаете ВНЖ, затем вы в течение года, по-моему, имеете право податься на аргентинский паспорт. Вот. И таким нехитрым способом там, в течение нескольких лет вся семья обзаводится аргентинскими паспортами. Как дела обстоят в Панаме? Смотрите, вы приезжаете, допустим, точно так же для родов, рожаете здесь ребенка. Ребенок без вопросов получает все документы, то есть у него будет свидетельство о рождении, которое здесь, к слову, это просто листочек А4, максимально никчемный, и более того, в Панаме настроена такая история, что он действует всего 3 месяца, в том плане, что если вам нужно где-то в какой-то организации показать свидетельство о рождении ребенка, вам надо зайти на специальный панамский сайт, чтобы там по имени заказать себе это свидетельство за $5, и вы его тогда распечатаете, и там прямо на распечатанном свидетельстве будет указана дата его истечения. Вот, то есть панамцы умудрились поставить вот эту вот государственную бюрократию еще и на денежный поток. Просто аплодирую стоя, конечно. Но вернемся. Соответственно, ребенок получает свидетельство о рождении, и в течение буквально там 2 недель вы можете оформить ему паспорт. Вот, его прям фотографируют, то есть он прям младенец-младенец будет в паспорте. Соответственно, паспорт необходимо менять каждые 5 лет. Стоимость этого удовольствия, я имею в виду получение паспорта, это $100 вы должны оплатить пошлину за получение панамского паспорта. И тут мы подходим к самому интересному. А что же получают родители? А родители получают ничего. То есть вы, как родитель ребенка, который родился в Панаме, можете претендовать ни на что. То есть в Панаме не предусмотрено никакого ни ВНЖ, ни ПМЖ для родителей панамских детей. То есть родили ребенка, молодцы, можете отсюда езжать. Там есть всякие разные нюансы, соответственно, не все так плохо. Связаны они с чем? Что, в принципе, вы можете запросить через Миграсьон вид на жительство на 2 года, по-моему. Соответственно, опять же, при условии того, что у вас есть панамский ребенок. Либо есть варианты, соответственно, переждать. В том плане, что здесь миграционная полиция, если вы не ведете себя подозрительно, она как бы отсутствует как класс. То есть здесь не подходит ко всем подряд, не проверяют документы, визы. Здесь политика какая, что и вы получили, например, туристическую визу на 3 месяца. 3 месяца у вас закончились. Дальше вам будет капать штраф. Штраф в размере $25 за каждый месяц пребывания на каждого человека. То есть, если у вас закончилась туристическая виза и вы задержались в стране еще на 3 месяца, например, то это $75 сноса. То есть, с пары это $150. Надо обязательно помнить о том, что это будет нарушение миграционного режима, и вот эту пошлину желательно заплатить до того, как вы будете вылетать из страны, потому что весь этот сыр-бор начинается в аэропорту. То есть, в аэропорту у вас проверяется виза, выясняется, что она просрочена, и на месте вы не можете бросить деньги просто вот так вот в таможенный контроль и сказать, ну ладно, так и быть. Нет, это надо оплачивать в Миграсьоне заранее. Соответственно, если вы находитесь в стране вот в таком нелегальном, скажем так, статусе, ну не скажем так, а действительно в нелегальном, у вас закончилась туристическая виза, то дальше вы, если вы живете таким образом достаточно долго, в течение 2 лет, то здесь происходит акция невиданной щедрости, и раз в несколько лет панамская миграционная служба объявляет о том, что вы можете податься на временный вид на жительство. То есть вы можете собрать какие-то там документы о том, что вы платили за свет, за воду, что вы честно жили, ничего не нарушали, то есть там справку о несудимости, я так понимаю, надо будет принести. Вот, и если они посмотрят, что действительно вы помогали панамской экономике все эти 2 года, и, в принципе, вы неплохие люди, ну вот, к сожалению, не получилось у вас там визу никакой оформить, то они оформят вам ВНЖ. Что касается ребенка, возвращаемся. То есть ребенок у вас получил паспорт, вы не получили ничего, но в Панаме предусмотрена очередная виза, которая называется «Воссоединение с семьей». И действует она следующим образом. То есть, когда вашему ребенку, который с панамским паспортом исполняется 5 лет, вы имеете право податься на эту визу. Соответственно, вы подаетесь на эту визу, получаете временный вид на жительство на 2 года. После того, как вы прожили по временному виду на жительство, вы можете податься на постоянный вид на жительство, который будет действовать 5 лет. И, соответственно, после вот этого постоянного вида на жительство вы имеете право податься на паспорт. Подытоживая, если вы внезапно планируете получить панамский паспорт
по рождению панамского ребенка. Давайте посмотрим, сколько это у вас займет времени. Если вы родили ребенка и уехали из Панамы, соответственно, вам надо подождать 5 лет и затем податься на визу восстановления воссоединения с семьей. То есть это 5 лет. Затем вы получаете визу временную на 2 года, 7 лет. После нее вы получаете ПМЖ на 5 лет, это 13 лет. И только после того, как вы проживете в Панаме 5 лет по постоянной визе, вы имеете право подаваться на паспорт. Вот, как я говорил в начале видео, обязательное условие это прожить в Панаме 5 лет по постоянной визе для того, чтобы податься на паспорт. Такие дела, ребят. Так что думайте сами, решайте сами. Естественно, то, что я назвал, не является каким-то окончательным списком. Там есть виза квалифицированного инвестора, есть виза для супругов и родственников, религиозная виза для пассажиров частных судов. Ну, это потому что лайнеры в Панаму заходят, круизные. То есть там, да. Вот. Какие-то там деловые визы для конференций, вот это вот все. Но я думаю, что это прям такая уже специфика. Опять же, я вначале говорил, что я не миграционный адвокат, поэтому ничего про эти визы вам толкового я не расскажу. Если вас интересует, гуглите. Самая основная история была с ребенком, мы ее разобрали. Все, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, это было для вас полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Надеюсь, он поможет мне выпускать видео чаще. Вот. А вам получать больше информации о такой прекрасной стране, как Панама. Все, увидимся в следующем видео.